Всем привет! Меня зовут Юля, а у них Кири. Вы просили, и я сделала мастер-класс на этих уточек. Но перед этим хочу сказать, что есть схемы на таких уточек. Они визуально похожи, но все они вяжутся тонкой нитью. А моя схема – это плюшевый вариант, и она вяжется совсем по-другому и имеет всего одну пришивную деталь, которую даже можно не пришить, а привязать крючком. Такие материалы нам понадобятся для вязания. Глаза полубусины 10 или 12 мм. Вяжу галочками. Начинаем вязание с головы. Берем желтую нить и набираем в кольцо амигуруми 7 столбиков без накида. Отмечаем начало ряда маркером. И во втором ряду вяжем прибавки. Первая прибавка состоит из столбика без накида желтым цветом плюс шишечка белым цветом, состоящая из 4 столбиков с одним накидом в одну петлю с единой вершиной. Заканчиваем желтым цветом и дальше вяжем 2 прибавки желтым цветом. Хорошенько подтягиваем белую нить. И дальше наша прибавка начинается с шишечки, состоящей из 4 столбиков с одним накидом в одну петлю с единой вершиной белым цветом. Заканчиваем вязание желтой нитью. И в этот же столбик, с которого мы вязали, вяжем столбик без накида желтым цветом. До конца ряда у нас остается 3 прибавки желтым цветом. Дальше завязываем кончики белой нити, они нам уже не понадобятся. И отрезаю достаточно коротко. Также отрезаю желтую нить, с которой мы начинали кольцо амигуруми. И сейчас мы будем припаливать эти кончики. Я их припаливаю, потом прижимаю пальцем, чтобы они прилипли к внутренней стороне игрушки. В последнем связанном столбике меняем цвет нити на оранжевый. И следующий ряд будем вязать в 2 цвета, 2 нитями сразу. Кладем их на пальцы так, чтобы было вам удобно. Вяжем столбик без накида, начиная с желтой и заканчивая оранжевой. Все прибавки в этом ряду вяжем так. Сначала столбик без накида за заднюю полупетлю, потом столбик без накида просто в петлю, в эту же. Весь ряд у нас вяжется столбик без накида, прибавка по кругу. Таким способом, начиная желтым, заканчивая оранжевым. И все прибавки идут сначала за заднюю полупетлю столбик без накида, потом просто в петлю столбик без накида. В этом ряду у нас должен получиться 21 столбик. Вяжем прибавки именно таким способом, потому что этот ряд мы вяжем в 2 нити, в 2 цвета. И если вязать обычные прибавки, то мы просто вытянем одну и ту же желтую нить 2 раза, а оранжевая нить будет как 2 воздушных петли. Если вас вот такой вариант устраивает, то вы можете вязать обычные прибавки. Заканчиваем этот ряд прибавкой, состоящей из столбика без накида и соединительным столбиком оранжевым цветом. Ряд вяжем в 2 цвета, потому что нам нужно вывязать клювик. А если его вязать отдельно или просто соединительными столбиками, или следующий ряд оранжевым, то будет слишком большая голова. В конце ряда отрезаем оранжевую нить и завязываем. Отрезаем кончики максимально коротко и припаливаем их.
загибаю их внутрь игрушки. Вот такая заготовка у нас получается. И сейчас мы будем ее сшивать. Стараемся сделать клювик треугольничком и будем сшивать его таким способом. Если вы хотите упростить себе задачу, то вы можете просто приклеить его термоклеем. Оставляю достаточно большой кончик нитей и отрезаю. Он нам понадобится не только для сшивания клювика, но и для вышивания век. Беру пластиковую нить и зажимаю клювик так, чтобы он был треугольником. Если вам неудобно это делать, то вы можете закрепить его, допустим, булавками или пластмассовыми маркерами. Сшиваю его буквально несколькими стежками, буквально 2. Потом внизу пропускаю около 1 или 2 петель, а вверху где-то 7-6 петель пропускаю. Подтягиваю нить, хорошо затягиваю. Стараемся проводить иглу прямо под оранжевыми петлями. Это делаем для того, чтобы при складывании головы было незаметно желтого цвета изнутри, или он был менее заметен. Еще раз прохожусь, делая несколько стежков. И дальше будем вышивать веки. Вывожу иглу сбоку глазика. Придерживая желтую нить пальцами, завожу иглу под пышным столбиком и вывожу с той петли, с которой мы начинали. Сильно не затягиваем. И делаем так около 5-6 стежков, постоянно придерживая нить. Второе веко вышиваем таким же способом. Расправляем иголочкой белый пышный столбик, чтобы глаза были более-менее одинаковые. И закрепляем нить с помощью узла на нижней части головы. Нить оставляем, ее мы спрячем в теле. На этом этапе можно приклеить глазки. Я их стараюсь приклеить в скошенном виде, ближе к клювику. Теперь вяжем тело. Берем желтую нить и набираем в кольцо амигуруми 2 столбика без накида. Второй столбик не довязываем и меняем цвет нити на оранжевый. Будем вязать лапку. Лапка у нас состоит из 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка полустолбик с накидом, следующую столбик без накида и соединительный столбик. В основании петли, с которой мы вязали, вяжем соединительный столбик желтой нитью. Дальше вяжем 2 столбика без накида желтой нитью, второй не довязываем и вяжем вторую лапку таким же способом. 4 воздушных петли, во вторую петлю от крючка полустолбик с накидом, столбик без накида, соединительный столбик и желтой нитью в основании соединительный столбик. До конца ряда у нас 1 столбик без накида желтым цветом. Завязываем кончики нити оранжевого цвета и отрезаем.
Отмечаем начало нового ряда. И второй ряд вяжем так. Столбик без накида, 3 воздушных петли, это у нас хвостик, и в эту же петлю столбик без накида, это у нас такая прибавка. Следующую петлю прибавка, дальше вяжем в ножку 1 столбик без накида, прибавка и столбик без накида. Дальше в лапку столбик без накида. И последнюю петлю прибавка. Третий ряд начинаем с убавки, вводя крючок в первую и во вторую петлю, пропуская хвостик. Дальше 2 столбика без накида. И вяжем крыло. Оно у нас состоит из 4 воздушных петель и соединительный столбик в основании петли. Дальше убавка, столбик без накида и еще одна убавка. Дальше вяжем крыло, состоящее из 4 воздушных петель и соединительного столбика в основании. И до конца ряда остается 2 столбика без накида. Следующий ряд убавка, столбик без накида, следующая убавка с крылом, дальше столбик без накида и еще одна убавка с крылом. До конца ряда у нас остается одна убавка. Теперь наполняем нашу игрушку довольно-таки плотно. И последний ряд вяжем 3 убавки. Убираю маркер, он нам уже не понадобится. Дальше за оба ряда провязываю столбик без накида, разворачиваю и за вот эту вот полупетлю еще один соединительный столбик и заключительно воздушную петлю. Все, нить отрезаем. Если вы хотите, чтобы шея у вас получилась не такая длинная, то вы можете просто стянуть отверстие после ряда с 3 убавками. Там у вас получится 3 петли, которые нужно будет стянуть, и после этого оставить кончик для пришивания. Для начала примеряю, где голова будет смотреться более уместно, и дальше пришиваю с помощью пластиковой иглы. Также можно это сделать с помощью крючка. Я стараюсь пришить ее ближе к клювику, ориентируясь на центр. Пришиваю так 2 раза. И вывожу нить между петель в теле. И туда же вывожу нить, с которой мы вязали голову. Завязываю, отрезаю и прячу внутри игрушки. И все. Вот такой утя у нас получился. Можно подвесить его за глазик, и он будет смотреть вот так вот на бок. А у второго утенка я приклеила глазки 12 мм. Пишите в комментариях, получился ли у вас такой утенок. И кого бы вы еще хотели видеть в таком варианте. Кстати, ссылку на иностранный мастер-класс «Уточки из тонкой пряжи»
я оставлю в описании к этому видео. Вы можете попробовать ее связать как из тонкой, так и из толстой пряжи, но она получится намного больше. Приятного вам вязания! Всего хорошего, до следующего видео!